Моторные плуги Ханамак, созданные в начале 20 века, являлись неким промежуточным звеном между конной тягой и традиционным универсальным трактором. Они отличались мощным двигателем, прочной конструкцией и высокой надежностью. И хотя выпускались они совсем недолго, им удалось оставить свой след в истории тракторостроения. Друзья, всем привет! Сегодня мы знакомимся с немецкими моторными плугами Ханамак ВД. История компании начинается в 1835 году, когда Георг Эггесторф основал в Линдене, близ Ганновера, предприятие Eisen Gießeren und Maschinenfabrik, или литейно-машиностроительный завод. Изначально он занимался производством паровых машин, но уже к середине 19 века компания наладила выпуск паровозов и сельскохозяйственной техники. В 1871 году компания была преобразована в Hannoversche Maschinenbau Aktiengesellschaft – Ганноверское машиностроительное акционерное общество, сокращенно Ханамак. С 1905 года было налажено производство паровых грузовиков, а в 1912 Ханамак приступила к выпуску самоходных моторных плугов. Моторный плуг – буквальный перевод немецкого «моторплуг». Данные машины представляли собой интеграцию трактора и плуга и были распространены в основном в Южной Африке и Южной Америке, а особенно в Аргентине. Но также их можно было увидеть и в Европе. История моторных плугов Ханамак началась, когда немецкие изобретатели Эрнст Венделер и Богуслав Дорн разработали усовершенствованный моторный плуг и получили на него патент. К этому времени моторные плуги уже существовали, но они были ненадежными и сложными в управлении. Главным техническим новшеством в конструкции новой машины стал механизм подъема плуга. Системы длинных и неудобных рычагов были заменены на маховик-рукоятку, расположенную под рулем, которая позволяла оператору легко и быстро поднимать или опускать раму плуга прямо с рабочего места, не вставая и не прилагая лишних усилий. Это решение заметно упрощало управление машиной и выгодно отличало ее от предшественников. Венделер и Дорн представили свою концепцию компании Ханамак в 1912 году, где и было налажено производство новых машин. Название ВД образовано из инициалов их создателей – Венделер и Дорн. Одной из первых серий тяжелых самоходных плугов стала модель ВД-50. Ее 14-литровый четырехцилиндровый карбюраторный двигатель фирмы Кемпер развивал мощность до 50 лошадиных сил. Он мог работать как на бензине, так и на керосине. Расход топлива при полной нагрузке составлял примерно 22-27 литров в час. Ширина захвата орудия составляла 1,2 метра, а производительность до 1,5 гектара в час. Самоходный плуг ВД имел массу 6,8 тонн, был длиной 4,4 метра, шириной 1,9 метра и высотой 2,3 метра. Максимальная скорость движения составляла 6 км в час. До 1924 года компания Ханамак выпустила около 680 тракторов этой модели. Следом последовала модель ВД-65, которая представляла собой улучшенную версию ВД-50 с увеличенной мощностью двигателя. Интересно, что инженеры добились прироста мощности не за счет конструктивных изменений, а путем повышения рабочих оборотов уже имеющегося двигателя. В то время это был распространенный способ увеличения мощности, несмотря на то, что это могло снижать долговечность мотора. Остальные характеристики ВД-65 оставались такими же, как у ВД-50. Флагманом серии стала модель ВД-80. Оснащенный 15-литровым двигателем собственного производства компании Ханамак мощностью 80 лошадиных сил, этот моторный плуг был идеальным для тяжелых сельскохозяйственных работ. Ширина захвата его орудия составляла 1,8 метра. Производительность за смену до 12 гектаров. Трансмиссия плугов ВД-50, 65 и 80 имела две передачи вперед и одну назад. Топливный бак вмещал 165 литров топлива. Диаметр ведущих колес 2,2 метра. Кроме тяжелых моторных плугов была разработана и легкая модель Ханамак ВД-35. Компания выпускала ее с 1921 по 1924 годы. Несмотря на меньшие размеры, концептуально данная модель сохраняла все конструктивные особенности серии ВД.
На ВД-35 был установлен карбюраторный двигатель объемом 5,7 литра и мощностью 35 лошадиных сил. Плуг весил 3200 кг, а его длина составляла 3,1 метра. Трансмиссия имела 3 передачи вперед и 1 назад, а максимальная скорость движения, по разным данным, была от 6 до 14 км в час. Одним из ключевых технических решений моторных плугов серии ВД стало размещение двигателя перед ведущими колесами. Это позволило достичь оптимального распределения веса и значительно повысить тяговые характеристики. Рулевое управление было реализовано через заднее опорное колесо, нетипичное для того времени решение, которое, однако, обеспечивало хорошую маневренность даже при таких крупных габаритах, как у этих машин. Удивительно, но крайне специализированные машины Ханамак ВД использовали не только в сельском хозяйстве, но и в армии. Так, в 1923-1927 годах чехословацкая армия закупила ВД-50 и применяла их в качестве тяжелых артиллерийских тягачей. Также известно, что несколько таких машин приобрела и греческая армия. Несмотря на то, что моторные плуги Ханамак ВД предназначались прежде всего для пахоты, к ним также предлагали дополнительное оборудование – бороны, культиваторы и плоскорезы. Благодаря этому самоходные плуги успешно справлялись с широким спектром сельскохозяйственных работ. Полученный при разработке моторных плугов опыт позволил инженерам Ханамак перейти к созданию более совершенной сельскохозяйственной техники. В 1924 году компания представила первый трактор традиционной компоновки ВД-Р-26 с 4-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 26 лошадиных сил. В 1931 году в линейке Ханамак появился первый дизельный трактор РД-36, оснащенный 4-цилиндровым двигателем объемом 5,2 литра и мощностью 36 лошадиных сил. С конца 1930-х годов и до начала 1950-х Ханамак удерживала лидирующие позиции на рынке сельхозтехники. Однако усиление конкуренции со стороны других производителей в последующие десятилетия постепенно снизило популярность марки. В 1960-х годах Ханамак столкнулась с финансовыми трудностями и вошла в состав концерна Райншталь. В 1969 году компания продала тракторное подразделение фирме Месси Фергюсон, а направление грузовиков, которым она занималась параллельно, перешло к Daimler-Benz. С этого момента Ханамак перестала существовать как независимый производитель. В 1971 году выпуск тракторов и сельскохозяйственной техники был окончательно завершен. В настоящее время компания принадлежит японской корпорации Komatsu, которая под маркой Ханамак выпускает строительную технику. Всего с 1912 по 1971 год Ханамак выпустила более 200 тысяч сельскохозяйственных машин. Что же касается моторных плугов ВД, сегодня в мире сохранилось совсем немного экземпляров. Сейчас эти машины можно увидеть только на выставках и тематических мероприятиях. Мотор-плуг – симбиоз трактора и плуга. Это образец необычной, но эффективной сельскохозяйственной техники первой четверти 20 века. Неудивительно, что даже спустя 100 лет после завершения выпуска уцелевшие самоходные плуги серии ВД продолжают вызывать интерес у коллекционеров и историков сельхозмашиностроения. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастья, радости, любви. Пока!